Привет, дорогие друзья! Ну что, давайте продолжаем обсуждать то, что произошло с этой заморозкой и разморозкой помощи, военной помощи для Украины. Это очень важно, потому что когда я слушаю отечественных экспертов, то есть важно объяснять, когда я слушаю отечественных экспертов, у меня иногда бывает уши в трубочку заворачиваются от той дерзкой ахинеи, которую они несут. Потому что на самом деле все намного глубже и все намного интереснее. Опять-таки, повторяю, интереснее. В общем, эта заморозка-разморозка обрастает все новыми деталями. Поступает информация, что, по крайней мере, частично поставки уже разморожены. Напомню, что в одном из недавних пакетов застряли 30 ракет для ЗРК «Патриот», 8,5 тысяч снарядов для артиллерии калибра 155, 250 ракет для «Хаймерс», 142 ракеты «Hellfire» класса «Воздух-Земля». Насколько известно, для артиллерии снаряды и «Хаймерс» уже движутся в Украину, или, может быть, уже даже заехали в Украину, а судьба остальных пока неизвестна. Напомню, с чего все началось. Началось все с того, что как бы по букве Пентагон начал сомневаться, что после истощения 12-дневной войны на Ближнем Востоке для патриотов у них у самих есть боекомплекты. И Киев в этом, конечно, сыграл тоже свою роль, потому что очень много было передано. Госсекретарь Рубио вот только-только подтвердил, что запасы всего блока НАТО сильно истощены из-за Украины. Трамп же при этом продолжает, ломать комедию. В стиле «товарищ Сталин не знал о репрессиях», потому что как будто бы это сделал не он, как будто кто-то другой реально мог остановить эти поставки. И когда ему задали вопрос, кто именно отдал приказ о приостановке поставок, он ответил, что не думал об этом. Однако, если бы решение было принято, он бы узнал первым. Но вообще, если бы он руководил, все такое, в общем, он сменил тему и все. Сейчас ходят слухи, что Штаты могут перекинуть Киеву одну установку «Патриот», но не свою, а из дружественной страны. Трамп подтвердил, что от Украины был запрос на новый комплекс. Можно догадаться, кто его об этом просил по телефону. И Трамп вновь пообещал посмотреть, что можно сделать. При этом Трамп заявил, что она очень дорогая. Он озвучивает эти вещи. Вы знаете, она очень дорогая. Но Зеленскому обещаний хватило для того, чтобы он начал осыпать благодетеля уже всевозможными эпитетами, петь ему осанну. Трамп отлично понимает, как действует кнут и пряник на клоуна. И клоун, сейчас прилетевший в Италию, встретился там с обожаемым спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. С Китом Келлогом Зеленский провел содержательный разговор о поставках оружия и усилении ПВО. Они обожают Кита Келлога, потому что он считается прокиевским. Но можно представить себе, что Зеленскому сказал отставной генерал: мы постараемся сделать все, что возможно. И при этом он еще озвучил вот этот супер убийственный для России санкционный пакет, который разрабатывается там. Я вам уже рассказывал про него. Он сумасшедший, безбашенный, и весь мир хочет посмотреть, что из этого получится у Штатов, потому что Штаты в первую очередь, мне кажется, ударят по себе этим 500-процентным догоняловым тех, кто будет там дальше перепродавать российскую нефть, в таком плане. Зеленский очень обрадовался и сказал, что это то, что безоговорочно может принудить Россию больше думать о мире. Сам Келлог по итогу переговоров высказался, что быстрая остановка боевых действий возможна. Дело в том, что они все делают вид, что Зеленскому очень нужно быстро остановить для мира именно боевые действия, для того, чтобы был мир. То есть как будто бы нет однозначного проигрыша на поле боя, как будто бы нет успехов у российской армии. Для того, чтобы был мир, Зеленскому надо просто это все остановить. Не потому, что уже Сумская область сыпется, несмотря на то, что туда перебросили подразделения из других мест, очень важных для Украины мест. Тем не менее, перебросили туда, но и это не получилось. И теперь там уничтожение личного состава идет просто какими-то стахановскими темпами, потому что возглавляет это все дебил. А дебил не может ничего сделать такого, чтобы получилось что-то хорошее. Извините меня, конечно, за такого рода
определение. Келлог еще и сказал, что Украине понадобится после этого план Маршалла. Для Зеленского это просто рай. Он ранее призывал Запад реализовать подобный план и прямо сейчас на саммите в Италии предложил его воплотить в жизнь. Правда, в оригинальной форме, а именно отдать Украине замороженные российские активы. Зеленский человек малограмотный. В отличие от него, Кит Келлог человек более грамотный, чем Зеленский. И поэтому, наверное, знает, что влияние плана Маршалла на ВВП восстанавливаемых стран было сильно в свое время преувеличено. Благодаря прессе и благодаря научно-популярной литературе. На самом деле этот план носил задачи, он выполнял политические в первую очередь, потому что Вашингтону нужно было нивелировать влияние коммунистов, которые тогда были очень популярны в Европе. Вырвать у левой повестки Европу и оставить под своим влиянием. Если мы будем переносить, как предлагает Зеленский, это вот кальку на сегодня, в таком случае политическая повестка у Штатов одна. Зеленскому надо очиститься от коррупционного окружения, как это звучит, от своего мозга, от Ермака. Дело в том, что ему уже настолько недвусмысленно посылают сигналы, уже телеграфируют буквально: избавься от Ермака, избавься от мозга своего. Потому что была статья на Politico, была статья на The Economist, но они поняли, что эти демоны думают, это заказ. Потом начали рассказывать, что Буданов заказал, это еще кто-то заказал. И для того, чтобы они точно поняли, что это никто не заказал, а это идет именно оттуда, советник Трампа, причем ближайший человек, публикует колонку на «Украинской правде». Для «Украинской правды» вонючей это было непросто, потому что Севгиль Мусаеву прогнули для того, чтобы появилась эта колонка. Также и прогнули владельца «Украинской правды» Томаша Фиалу. А он очень боится санкций при этом, да? Прогибают его, публикуют колонку, в которой еще раз говорится: дружище, избавляйся от Ермака. Избавляйся от Ермака. Поэтому, придурок, хочешь денег, избавляйся сначала от Ермака. У них посыл очень точный. Мы не дадим денег, потому что вы коррупционеры, и вы их украдете. Мы упоминали уже, что этот жесткий закон про санкции антироссийские за авторством Грэма и Блюменталя делается сейчас таким образом, чтобы Трамп его не мог ветировать. У Трампа своя идея. Он хочет, чтобы его наделили правом по отмене санкций на срок до 180 дней. Так что он сможет и накладывать, и снимать их по своему собственному королевскому усмотрению. По уточненной информации споры ведутся о том, должна ли это быть полностью прерогатива президента, или парламент тоже сохраняет контрольные полномочия за санкционным режимом. Очень показательно, что сторонником этих жестких санкций этого законопроекта становится Майкл Джонсон. Мы ранее его сравнивали с Флюгером, как и Линдси Грэма. Когда Трамп против помощи Украине, он ее блокирует. Когда Трамп скажет «надо», он ее поддерживает. В Сенате рассчитывают, что на голосование эту дичь вынесут в этом месяце, но конкретных сроков не называют. Вероятно, это случится на неделе, стартующей 21 июля. А после этого он еще должен будет пройти через Палату представителей, прежде чем будет у Трампа на столе. Впрочем, республиканцы не говорят, как они будут голосовать, потому что они желают узнать, что вообще скажет Трамп. Трамп же при этом как будто бы настроен очень решительно. Западная пресса восторгается просто Трампом, который вот сейчас вот уже точно уничтожит экономику Путина, да и самому Путину отомстит, потому что тот неблагодарен. Трамп к нему со всем сердцем, а он, понимаешь. В общем, говорят, выглядит все так, как будто бы российская экономика после введения вот этого пакета санкций рухнет и рассыпется. Все уже, западная пресса говорит, что Трамп охладел к Путину, уже не намерен отдавать ему победу. Якобы разочарование стало очевидно еще во время саммита НАТО в Гааге, сейчас достигло пика просто. Циничный Путин пользовался его добротой и все такое прочее. И только самые умные в Европе присматриваются и не верят в то, что все, что происходит, происходит на самом деле. Потому что Трамп слишком непредсказуем в том, что он делает. Он то угрожает России какими-то супермерами, то опять останавливает Украине поставки оружия, то одобряет повышение расходов альянсов, то задумывается о том, что было бы неплохо вообще вывести американские войска из стран-союзниц,
как он сказал, что в Германии и Южной Корее слишком дорого их содержать. Вот и мы не сильно верим в то, что Трамп говорит на самом деле. Скорее всего, он собирается, он не хочет серьезной, мощной торговой войны, затяжной с Российской Федерацией. Он не хочет каких-то там трений, перерастающих, вот сейчас трения, да, очевидно, там после его заявлений Москву, закидаем бомбами. Он не хочет, чтобы это перерастало во что-то более серьезное. Он рассчитывает сделать то, что он уже делал со своими краткосрочными торговыми войнушками, тарифными. Он что-то там заявляет, а буквально через пару дней идет на попятную. Таким образом, он думает получить от России то, что ему нужно. А что ему нужно от России? Ну, хотя бы какие-то шаги, которые приведут к тому, что можно будет выдать за то, что Трамп порешал. То есть идеалистический у него вариант, что Россия быстро сломается под напором санкций. На официальном уровне делают вид, что им ничего не угрожает. Спикер Путина Песков говорит, у Трампа стилистика такая, жесткими фразами он бросается. Заместитель министра иностранных дел Рябков видит санкционные потуги, но они уже стали обыденностью. И его они не пугают. Мы знаем, как противостоять санкциям. Ну, понятно, почему звучит именно такая риторика, потому что, во-первых, Трамп и раньше заявлял много раз, что он разочарован, все такое, это ни к чему не приводило. Во-вторых, они тоже не дети, отлично понимают, что самим штатам невыгодно, чтобы начали догонять, я же говорю, 500% этими пошлинами, там, и все, налогами, тарифами и так далее, тех, кто торгует со штатами. В общем, встречаются внезапно Лавров и Рубио в Куала-Лумпур. И Рубио там подмигивает Лаврову, и все так смотрят и что-то думают, о чем они договариваются. And it's seen as part of the Trump administration's broader effort to re-establish bilateral communication with Russia. Ну, по итоговому заявлению российского МИДа, это была в большей степени сверка часов. Состоялся конструктивный диалог о восстановлении отношений, которые испортились во время администрации Байдена. Но была затронута украинская тема без подробностей. Уже готовится новый раунд. Рубио озвучил немного другие тезисы, немного более противоречивые. С одной стороны, у Трампа разочарованный отсутствием прогресса в урегулировании и тем, что РФ не проявила достаточно гибкости, и работают уже в Сенате там над этим самым, но это как Трамп решит. Над санкционным пакетом, но это как Трамп решит. То есть Трамп может решить, ну, а может и не решить. И в Вашингтоне думают, где достать для Украины комплексы Патриот. Просили у Европы, но там никто не хочет отдавать ЗРК. При этом разговор с Лавровым носил не просто характер бла-бла ни о чем, а Лавров предоставил какие-то новые тезисы, которые в ближайшее время лягут на стол Дональда Трампа. Все это должно как минимум напрягать Киев, потому что какие-то ведутся договоренности, опять-таки, об Украине без Украины. А как же там говорили, ни слова про Украину без Украины. Какие-то передаются интересные там предложения, которые лягут на стол Трампу. Плюс, вы же видите, никто не врывается с ноги, не выбивает двери, не кричит всем лежать. Ну, то есть, конечно же, размахивание там чем-то идет. Вот мы тут санкции уже, но это не дубина, а это такая свернутая бумажка с санкциями. Может да, а может быть и нет. Расчет идет на дипломатическое урегулирование. И Трамп хочет, чтобы это урегулирование состоялось как можно быстрее. Именно для этого происходит сотрясание бумажками, сейчас будут санкции и так далее. Но на что будут прогибать Киев? Вот это тоже вопрос. И то, что я сейчас вижу, это однозначно никак не похоже на какое-то перерастание в серьезную конфронтацию со стороны Штатов. Это больше похоже на игру. То, что я вам и говорил. Игра. Игра для лохов и для доверчивых людей, которые смотрят на Трампа и думают, уже он сейчас. Когда они там друг другу подмигивали, Лавров и Рубио, я подумал, многозначительное подмигивание. У меня все, пока.